Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это видео я посвящу одному из самых лично для меня странных месяцев в году. Буквально пару лет назад я ненавидела ноябрь. Резкое похолодание, голые деревья, хмурые лица вокруг. Из дома выходить неохота, не можешь найти себе место, организм начинает какие-то странные внутренние метаморфозы и готовит тело к зиме. В последнее время я пересмотрела свое отношение к ноябрю и действительно полюбила всем сердцем этот месяц. В ноябре я повстречала своего парня. В ноябре я могу посвятить всю себя творчеству. В ноябре меня чаще всего посещают музы, и я что-то пытаюсь создать. И мне не лень это делать в ноябре. Вот как проходит мой обычный ноябрьский день. Просыпаюсь я поздно и сложно. Каждый раз после как минимум 6 снузов. Для меня поздно, если что, это в 10:30. После подъема следует утренний уход за собой. Следующий этап моего дня, наверное, самый любимый, это завтрак. Я очень люблю готовить завтраки. У меня есть пару вариантов моих любимых блюд. Первое – это омлет. Обжариваю лук с кусочками сосисок, потом добавляю помидоры и заливаю взбитые яйца с молоком. И, конечно же, добавляю много-много приправ. Второй завтрак – это бутербродики. Иногда делаю их с яйцом внутри хлеба, а иногда без, но обязательно в духовке. Люблю хрустящий теплый хлеб. Самый простой завтрак – это сырки глазированные, шоколадные или просто молочные. Утро без кофе для меня – это не утро, а если есть еще и маршмеллоу, тогда вообще кайф. Стэну иногда тоже делаю кофе, а иногда, когда он не хочет, делаю ему чай с медом. Осенью я люблю носить теплые, удобные свитера и джинсы. Очень хочу накупить много милых красочных свитеров к зиме. А для следующей поездки хочу Тимберленды. Жаль, конечно, что они очень-очень дорогие. После завтрака, если есть работа с документами, то я берусь за нее. Если нет, помогаю Стэну или монтирую свои влоги. Пора собираться в город. Осенью люблю контрасты. Бледная кожа, темные тени, коричневые, вишневые или черные. Иногда стрелки, если не лень их рисовать, ведь стрелки всегда должны быть идеальными. Ненавижу косые стрелки. Что насчет губ, осенью люблю темные оттенки помады. Бордовый, красный или коричневый. С волосами, кроме как распустить их или собрать в пучок, я ничего сделать не могу. Так что бегу с распущенными чаще всего. В магазинах Молдовы выбора немного, но самое главное есть. Кроме основных продуктов беру иногда шоколадное печенье, какао, то, что нужно для холодного времени года. Иногда беру маковый чизкейк. Если есть настроение, иду немного дальше маркета, допустим, в центр. Погуляю по парку, как говорит моя мама, подышу свежим воздухом. Когда окончательно промерзну, захожу в магазинчики и смотрю, что есть нового. Осенью люблю вязать. Покупаю новую пряжу и быстро бегу домой, чтобы начать что-то плести. Но в Кишиневе быстро не получается. Транспорт двигается очень медленно. Очень жаль, что у нас нет метро. Пока едешь в общественном транспорте, без музыки невозможно. Этой осенью я слушаю, надеюсь, правильно прочитаю, Шарлотт Кардон. У нее очень клевый голос. Pale Waves. Солистка напоминает мне меня в подростковом периоде. Я тоже так красилась, и у меня была похожая прическа. А еще песенки у этой группы как раз под мое осеннее настроение. Аурора, норвежская певица. Я слушаю ее с прошлого лета, когда мы с Стэном были в Норвегии. И Лиси. У нее клевые песенки в ретро-стиле, как раз для ноября. Дома в холодные вечера так уютно. Одеваю шерстяные носки и сажусь за комп, попивая опять кофе или горячий чай. Кстати, недавно закончила плести Стэну теплые носки. Если что, это мой первый опыт, так что сильно не критикуйте. Сейчас пытаюсь связать шарф спицами, но так как я привыкла к крючку, спицами я не очень дружу. Надеюсь, только пока. Параллельно я всегда что-то смотрю или слушаю. Вот что я вам могу посоветовать из просмотренного. Канал на YouTube Living Big in a Tiny House.
Этот канал посвящается, как вы, наверное, уже поняли, маленьким домам. Очень интересно смотреть, как люди рационально используют маленькое пространство и умудряются еще и создавать там уют. Есть еще похожий канал, который называется Dylan Magister. Он тоже рассказывает об интересных домах, советую посмотреть. Также советую послушать аудиокниги, которые читает Игорь Князев. Я уже вам говорила о нем, но, возможно, вы забыли. Он добавляет прикольную музыку и прикольно играет с голосом. Попробуйте начать с Харуки Мураками. Очень интересно его слушать. Советую также канал на ютубе Джордан Кларк. У этой девочки золотые руки, а видео всегда вдохновляют тоже создать что-то красивое. Канал на ютубе 125 Vogue. Особенно мне нравится рубрика 73 вопроса с звездой. Из фильмов хочу посоветовать «Роковое искушение». Мне очень нравится Николь Кидман, а в этом фильме она просто шикарна. После него я пересмотрела «Догвилль» и «Практическая магия». Осенью мы ложимся спать очень поздно, потому что всегда перед сном еще что-то смотрим. Сейчас мы смотрим «Доктора Хауса». Стэн смотрит уже в 3-й раз, а я, видимо, наверное, немножко отсталая, смотрю только в 1-й раз. Как-то так проходят мои ноябрьские будни. А как они проходят у вас? И что вам нравится делать в этом месяце? Обязательно пишите. И спасибо за просмотр. Пока!